Сегодня мы продолжим разговор о травмах. Травмах, которые оставляют след, шрам, болевые ощущения на протяжении всей жизни человека. И даже после смерти человек хочет, чтобы травмы эти прекратились каким-то определенным образом. То есть человек после смерти хочет либо исчезнуть и не иметь сознания для понимания, что с ним происходит, либо человек находится в идеальном мире, где травм просто не существует. Вот с какой-то такой фантазией мы подступаем к рассмотрению этой второй травмы, связанной, безусловно, с первой травмой речи. Речи человека, который сам по себе является частью речи. Мы об этом еще поговорим более подробно. Сразу хочется сказать, можно ли избежать этой травмы, чтобы отпали всякие возможные идеи, которые, к сожалению, сейчас существуют в огромном количестве. Эту травму могут избежать дети, потому что дети еще находятся в периоде осознавания только самих себя, и некоторые вещи их просто еще не травмируют. Вторая категория людей – это люди с психическими расстройствами, люди, которые принимают сильнодействующие препараты, ну и те, которые находятся в практически постоянном фантазировании себя кем-то другим. То есть это некоторая дереализация. Это как выход из своего тела, чтобы не иметь с телом такой, скажем, плотной связи. Маленький ребенок только узнает о своем теле. Он только знакомится, что оно вообще в принципе существует, оно как-то работает, и постепенно, приобретая знания, опыт использования тела, управляя, контролируя работу тела ручками, ножками, животиком, жевательными мышцами и так далее, ребенок начинает обретать понимание, что он живет в теле, тело присутствует. У него образуется связь с телом, которая, как мы говорили в прошлом нашем выпуске, обязательно создается с помощью речи других людей. Как бы отражая его присутствие телесное, они указывают на то, что тело есть. Он им верит, он тоже его видит, но ему нужно подтверждение. Он его видит, он с ним знакомится, он его ощущает и наблюдает, как отрастают ногти, волосики, как появляются зубки, потом они меняются, как появляются болевые ощущения, болезненные состояния, состояние удовольствия, вкусовые различные, богатые отношения с помощью пищи. Тело реагирует очень ярко, очень насыщенно. Так ребенок узнает, что тело есть, принадлежит ему, и он его осваивает, и впереди у него еще много лет для того, чтобы освоить тело, ну, может быть, даже полностью. Для ребенка в его теле всегда присутствует некоторая волшебная или скрытая возможность, которая обязательно должна проявиться. Поддержкой этому являются мультипликационные герои, герои сказок, персонажи, которые обязательно наделены какой-то суперсилой, суперспособностью,
супервозможностью, и ребенок обязательно это имеет как идею, которая прячется в теле. Ребенок ожидает, что тело подарит ему эту возможность, скрытую от его глаз. И она обязательно будет супер. Вообще-то и во взрослой жизни очень часто мы наблюдаем подобную фантазию. При смене работы, при встрече с новыми людьми, новыми обстоятельствами, при переезде в новые места мы открываем в себе новые возможности. Это правда. Неправдой только является то, что эти способности не настолько преувеличены, не настолько яркие, не настолько волшебные, магические и так далее. В любом случае новые возможности тела могут быть восприняты очень даже позитивно. Наверное, не всегда это является чем-то обязательно хорошим, но часто человек обнаруживает новые способности и радуется, что он оказывается богаче и сложнее, чем ему казалось. И это здорово. Вот так ребенок постепенно-постепенно перерастает в подростка. И вот здесь и образуется травмирующее пространство. Я попытаюсь рассказать об этом поподробнее, потому что, в общем-то, это знакомо каждому взрослому человеку, который помнит, как сложно быть подростком. Потому что каждый день тело подводит подростка, и каждый день подросток хочет, чтобы тело подчинялось ему, было контролируемо, чтобы оно развивалось в сторону удобную подростку. То есть в подростковом возрасте ребенок уже понимает, что его тело является обязательно, всегда элементом коммуникации. Тело всегда является визитной карточкой человека. Голос, запах, цвет тела, его фактура. Тело полное или субтильное, худое. Оно обладает развитыми мускулами или оно слабое, болезненное или невероятно красивое, вызывает желание у других или наоборот, его не замечают или даже отталкивают. Оно меняется непредсказуемо, оно меняется по своему какому-то желанию, и все изменения происходят крайне несвоевременно. Например, мальчик хочет пойти на свидание с девочкой. Это его первое свидание. Он много лет с этой девочкой учился в классе. И только сейчас он решился пригласить ее, и она согласилась. Все совпало идеальным образом. Завтра у него свидание, и сегодня он готовит одежду, моется тщательно. Он готовит какие-то речи, разговоры. Он обязательно заряжает телефон, чтобы найти какую-то поддержку. И вот наступает этот самый день. Утром он просыпается, идет в ванную комнату и там обнаруживает, что на лбу у него появились 3 новых прыщика. Как раз практически между бровями. Очень трудно их убрать, замазать. Не помогают никакие манипуляции. Они видны, они бросаются в глаза, их невозможно скрыть.
и его идея об идеальном свидании разваливается в считанные секунды. Он начинает ненавидеть себя, он начинает ругать других. Его жизнь ломается моментально. Он может даже сделать что-то очень плохое против своего тела. В этот момент тело его подвело настолько сильно, что он может потерять на время вообще смысл жить, продолжать двигаться вперед, ходить в школу, заниматься спортом и так далее. Все может рухнуть, потому что очень много держалось на теле. Например, девочка уже к 11-12 годам получает абсолютно развитое тело, красивое, идеальное. Казалось бы, это же здорово. Она красавица, у нее все красиво. У нее идеальная фигура. Она неповторимая красавица. Но в ее окружении девочки не развиваются так пропорционально и так быстро. Ее красивая грудь становится предметом насмешек. Она слышит за спиной, как между собой девочки, перешептываясь, говорят, что грудь нужно прятать, ее нужно зажимать, стискивать какими-то одеждами, какими-то приспособлениями. Ее форма тела настолько выпуклая, что девочкам кажется, это, наверное, полнота, которая не выглядит красиво. Наверное, это лишний жир. Это не те формы, которые должны быть у подростка. И девочка чувствует себя преданной. Конечно, ее предали подруги, но она обязательно сталкивается с ненавистью к своему телу. Ей кажется, что тело сыграло с ней злую шутку. Она уже неинтересна своей группе, своей тусовке. Она чувствует себя выброшенной, ненужной, хотя она красавица. Большое количество примеров, я думаю, что есть в жизни каждого взрослого человека, когда в подростковом возрасте и потом позже тело не соответствовало ожиданиям. Получается, что ожидания растут даже быстрее, чем тело. Вот именно с раннего детского времени, когда ребенок вкладывает в тело нечто волшебное, нечто, что обязательно сделает этого человечка каким-то особенным, важным, ценным, интересным, популярным и так далее. Эта идея продолжает жить в человеке дальше, в подростковом возрасте, в юности, во взрослом возрасте, вплоть до самой смерти. Всю жизнь тело является опорой для человека и в то же время всю жизнь подводит его на каждом шагу. Тем более в старости, когда тело теряет свою способность функционировать, многие функции снижаются, тело начинает больше болеть, становится слабым, дряблым, малопривлекательным, и это усиливает эту травму еще больше. И если человек всю жизнь пронес идею о идеальном теле, которое он когда-то хотел бы иметь. Сама по себе такая идея неплоха. Иметь идеальное тело, наверное, многие понимают, что невозможно, но это как будто их подбадривает, подзадоривает заниматься телом больше, заниматься телом внимательнее, пытаться найти эту идеальную форму.
или приблизиться к ней максимально. Поэтому сейчас с развитием пластической хирургии люди могут устранять дефекты тела. С помощью спорта они могут долго поддерживать хорошую форму. Действительно, тело может выглядеть лучше. Это абсолютно здорово. Сейчас хорошо показывать зрелых людей, людей старшего возраста, которые одеваются как молодежь, которые ведут себя очень современно, которые двигаются как современные люди, чтобы показать, что как будто молодость почти бесконечна, а старость находится где-то там очень далеко. Если в детстве ребенку не подарили достаточного понимания, какое у него тело, кто он, что это тело представляет из себя в отношениях с людьми. Если многие места, многие пробелы заполнялись фантазиями, которые никак не преобразовывались, в подростковом возрасте ребенок наталкивается на сплошное предательство тела, которое он пытается татуировать, прокалывать в разных местах, красить разными цветами, помещать в различную одежду, носить какие-то увечья, пытаться выделиться не красотой, а уродством. Подросток пытается найти решение для этой проблемы, для растущего не в ту сторону тела или отказаться от него, не признавать его, забросить, как это бывает с подростками, когда они могут мыться раз в неделю, месяцами не чистить зубы, не мыть голову и так далее. Это тело настолько сложным является элементом в жизни подростка, что даже когда люди обращают внимание на него, когда оно становится желанным для другого человека, подросток может этого испугаться, потому что тело всегда требует от человека ответственности за все проявления телесные. Человек всегда несет эту ответственность в любых обществах. Очень сложная ситуация для подростка, а в дальнейшем и для взрослого, который всю жизнь будет наталкиваться на слегка не то отношение других людей к нему. Они будут помещать его тело довольно часто не в те места, не в те понятия, которые знакомы ему. Поэтому еще в подростковом возрасте он пытается справиться с первой травмой речи и с травмой тела с помощью новых понятий, новых определений. То есть в подростковом возрасте появляется огромное количество новых слов, которыми ребенок пытается, уже зная этот механизм из детства, вписать себя и свое тело, создав новую реальность. Так для него легче. Это помогает снять многие болезненные переживания. Когда ребенок начинает ломать привычный язык, и в язык входят новые слова, такие как кринж, вайб, рил, шиза, краш, ну и так далее. Как в свое время у поколения более старшего появлялись слова «классно», «офигенно», «чувак».
Например, подросток ездит на велосипеде, ему это нравится, но слово «велосипедист» ему не подходит. Оно какое-то старое. А вот байкер, хоть и заимствованное слово, но оно подходит как бы лучше, потому что он так себя ощущает. Он не велосипедист, он байкер. Тогда он легче вписывается в жизнь, потому что он ведет себя как байкер. Он одевается соответствующим образом, он модернизирует свой байк, свой велосипед под эту новую роль. И все начинает складываться лучше. То есть он пытается несоответствие языка в детстве, несоответствие тела в подростковом возрасте пережить путем определения себя как новая часть речи, которая включена в речь неизбежным образом, должна в этой речи существовать и нести ответственность, и подросток это делает. Он становится другим. В завершение хочется поставить вопрос. Готовы ли мы к чужому телу внутри нас? Учим ли мы этому детей наших? Как, обнаружив это тело, пытаясь его контролировать, не сойти с ума, не впасть в отчаяние,